Первый у нас «Семья шпиона». Да, непонятный абсолютно тайтл для меня. Я вот его только недавно увидел. Даня Камик уже, наверное, начал его смотреть, так ли это? Я подготовился, я посмотрел все серии, что вышли на данный момент, все 3. А вот эта вот девочка, она экстрасенс, и она читает мысли людей. И ее из приюта в один момент забирает Ллойд Форджер. Вот он у тебя там был, вот рядом с ней справа как раз. Вот этот дядечка. Вот, этот человек является шпионом, профессиональный прям, да, ему нужно для задания, как раз эту девочку из приюта забирает, вот, но он не знает, правда, что она экстрасенс, никто об этом не знает, кроме ее самой, и таким образом получается, что она его мысли читает, типа, о, круто, у меня будет батя шпион, все, он меня сейчас заберет к себе, попутно совершает всякие шпионские приколюхи, а затем к ним в семью, значится, присоединяется мадам, в один момент ему нужна для его секретного задания, чтобы никто не знал, что он шпион, там просто дело в том, что люди на шпионов всякие доносы пишут, пытаются искать, жестко на них какая-то ведется охота, как на ведьм. И он, соответственно, вот для этого и семью и заводит, чтобы его не спалиться. Это чисто прикрытие. В семью попадает вот эта женщина. Они там встречаются не в магазине, а как это называется, где одежду в лавке ждут и, соответственно, знакомятся, оформляют, так сказать, брак. А это, короче, мадама, она вроде как наемный убийца. И ей, в принципе, тоже для прикрытия нужен муж. Они оба не знают, что один из них шпион, второй из них наемный убийца. Они оба этого не знают. И это все знает только девочка. Потому что девочка, соответственно, у нас экстрасенс. И не зная друг о друге вообще ничего, по сути, он говорит ей, что он врач. Она думает, ну, врач так врач. Она ему говорит, что она тоже там где-то работает. В этой всей семье происходят всякие различные забавные шпионские штучки. Пока что в 3 сериях показали парочку интересных шпионских штучек отца и, по-моему, одно шпионское дело матери показали. Интересных штучек ты имеешь в виду каких-то механизмов секретных, его каких-то движений или же миссий? Миссий. Именно миссий. Ну, я как вижу, тут написано «Сёнэн», а это уже странный довольно момент для такой манги, казалось бы, повседневность, детектив, вот что-то, ну, экшен, конечно же, ну, может быть, комедия тоже как-то встраивается. Как смотреть с первого взгляда, то ощущение, что это совершенно не сёнэн, потому что в повседневности они более заточены на такую общую аудиторию, и все-таки тут какого-то развития, как думаешь, можно будет наблюдать, например, вот это, не знаю, девочке, у нее какие-то там, может быть, будут новые силы открываться или что-то еще, как в других сёнэнах? Здесь, я думаю, все-таки больше акцент на повседневности и на комедии, то есть на каких-то обыгрывании ситуации аниме будет. То есть я уже посмотрел, в целом могу сказать, пока что мне все нравится, аниме прикольно, смотреть интересно. И в целом, я думаю, там просто будут показывать разные ситуации, ну и персонажи тоже со временем как-то будут узнавать друг друга получше. Возможно, где-нибудь к концу сезона они узнают друг о друге, что они оба шпионы. Вернее, один шпион, вторая наемница. Возможно, они и тайну дочери раскроют со временем. Но в целом развитие определенное быть должно. Никто друг о друге ничего не знает, кроме вот экстрасенса дочки. А по поводу дочки, они как, для них она просто как левак такой, так сказать. Чисто абузивные отношения у них с дочкой, или они же как-то ее любят или что-то еще, или она для них именно такая, как абуза. Просто на картинке, я как смотрю, с ней идут за ручку, а на артах няшатся и возятся и все такое. Какие у них отношения? Не, они ее любят, они ее любят. Она еще, там был момент, то что поскольку она экстрасенс, ее 4 раза в детдом возвращали. Сам главный герой, он это знает, и он ее пожалел, такой, блин, я ж тоже в детстве был сиротой, мне ее так жалко, обидно, капец за нее, не буду, ладно, ее в детдом сдавать, так и быть. Возвращаясь к «Семье шпиона», я тут вычитал, что эту дамочку, у нее кодовое имя Терновая принцесса. Это, я так понимаю, потому что у нее палочка терновая или что? Ее шпионское, это шпионское прозвище. У мужика тоже там какое-то прозвище есть, я забыл, Смоук, что ли, или что-то типа того, но это шпионское прозвище. Сумрак. Я бы тебе вообще посоветовал бы смотреть вот это аниме, оно довольно интересное, мне пока нравится, то есть смотреть интересно, не скучно. Но я как смотрю... В целом прикольно. Как я смотрю, довольно-таки неплохое тоже аниме «Рейтинг короля» выходил, а я вроде бы смотрел от этой студии. Но я не досмотрел, я только половину посмотрел и как-то забросил в один момент. Но я вот смотрел от этой студии, очень мне понравилась сага о Винланде, хорошее аниме. Я, правда, не знаю, студия конкретно за что отвечает, то есть, наверное, как за сам сюжет, так и за рисовку, наверное. Также первые части «Титанов» вот выходили. С 4-го сезона, по-моему, поменялась студия у «Титанов». Виви, да, которая прошла мимо всех просто по непонятной причине. Да, мимо меня она не прошла, я сделал у нее пересказ. Вот у меня, не знаю, вот оценка очень высокая, но у меня впечатление, как будто это какой-то посредственный, знаешь, такой повседняк. Вот ты как, сможешь сравнить это с повседневностью или нет? Или это чем-то выделяется и чем? Не, ну да, это определенно в каком-то степени повседневность, но, опять же, которая разбавляется всякими прикольными штуками, как с чем бы
сравнить. Ну вот как Моб Психо 100 условно. То есть Моб Психо 100 по сути тоже повседневность. Во всю эту повседневность вплетены всякие драки экстрасенсов, которые очень круто сделаны. И вот здесь, в принципе, плюс-минус похожая ситуация. На момент всех вышедших серий я бы где-то 7 бы ей дал. Все аниме-паблики уже вот прям заполонили мемы про это аниме. То есть просто ленту листаешь, и каждый аниме-паблик хоть один мем в день про это аниме да вкинет.